Россияне под Купянском используют химическое оружие. Израиль признал удары по лагерю беженцев, а КНДР уже отдали 1 миллион боеприпасов для России. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Китай будет патрулировать воды вокруг Японии, как заявляют в МИДе, чтобы защитить себя. Береговая охрана Китая и ее официальный представитель уже предоставили соответствующую информацию, заявив, что острова Дяоюйдао и прилегающие к ним острова являются неотъемлемой территорией Китая. Иран продолжает угрожать вмешательством в войну, хоть прямо об этом и не говорит. Мы очень близки к тому моменту в регионе, когда будет принято решительное и важное решение. Республиканцы поставили Байдену 12 условий для возобновления финансирования Украины. Простая стратегия «мы с вами пока не победим» или «мы должны победить» не является стратегией победы. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять свои мысли в комментариях под этим видео и не забывайте подписываться на наши каналы. Это очень важно, а вам очень несложно. Поехали. Россияне снова пытаются захватить Купянск, но успехов в этом мало, говорит командующий сухопутных войск ВСУ. Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян понятна. Они хотят снова оккупировать город. Последние несколько дней оккупанты не оставляют попыток штурма Купянска. И в боях за важный железнодорожный узел Купянск-Узловой они начали использовать запрещенное химическое оружие. Об этом говорит командир одной из разведывательных частей вооруженных сил Украины. Враг использует артиллерию очень мощно и начал со вчерашнего вечера использовать средства массового поражения, такие как газы. То есть дыхание у бойцов затрудняется, ожоги, головокружение, мы это чувствуем и видим. Вторые сутки враг использует систематически, нам объявляет, когда он произвел выстрелы запрещенным оружием. Мы понимаем, что это началось. Все, что россияне говорят, что нельзя использовать, они в первую очередь используют. На Бахмутском направлении мы видели систематическое использование фосфора. Сейчас под Купянском они используют химию. Вместе с тем россияне перемещают вертолеты дальше от линии фронта. Сейчас из оккупированного Бердянска они переехали в Таганрог. Военный аналитик Брейди Африк в Твиттер опубликовал доказательства этого перемещения. 21 вертолет типов К-52 и Ми-8 теперь расположены дальше от линии соприкосновения. Израиль подтвердил нанесение ударов по лагерю беженцев Джабалия. Представитель израильских вооруженных сил говорит, что удары наносились по центральному оплоту Хамас. В настоящее время наши войска ведут боевые действия в глубине сектора Газа. Они уничтожают террористов в ближнем бою, наносят скоординированные удары по объектам террористов суши, воздуха и моря. Во второй половине дня пехота и бронетехника взяли под контроль центральный опорный пункт Хамас в западной части Джабалии. Этот опорный пункт служил центром подготовки к массовым убийствам 7 октября, а также проходом к побережью, откуда террористы отправлялись для совершения массовых убийств 7 октября. В ходе боевых действий мы уничтожили множество террористов и разрушили инфраструктуру террора. Это сложные боевые действия, часть из которых проходит в формате лицом к лицу. В ходе боев мы теряли солдат. Такому удару возмутились в Евросоюзе. Главный дипломат блока Жозеп Боррель возмутился количеству жертв среди гражданского населения после атаки на лагерь беженцев. Основываясь на четком заявлении Совета ЕС, что Израиль имеет право защищаться соблюдением международного гуманитарного права и гарантируя защиту всех гражданских, я в ужасе от того большого количества жертв после удара Израиля по лагерю беженцев в Джабалии. Во всю эту ситуацию вмешивается Иран и делает то, чем в принципе занимается последние несколько недель – предостерегает. Если эта война не будет немедленно остановлена и не будут прекращены совместные атаки Америки и Израиля на мирных жителей, женщин и детей Газы, то последствия для тех, кто ведет эту войну, будут тяжелыми. В ходе встреч, которые мы провели в Дохе с политическим руководством Хамас и на основе информации, полученной от сопротивления, необходимо сказать, что если геноцид и военные преступления против гражданского населения не будут немедленно остановлены, то мы очень близки к тому моменту в регионе, когда будет принято решительное и важное решение. Республиканцы ставят Байдену условия, и не одно, а целых 12. 12 условий того, как нужно поступить, что нужно сделать, чтобы поддержка Украины продолжалась.
Письмо с этими условиями опубликовал конгрессмен Майк Гарсия. Простая стратегия «мы с вами пока не победим» или «мы должны победить» не является стратегией победы. Как Украина побеждает и сколько времени это займет. Эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода. Украина и Израиль должны победить, но американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения побед, и конгрессмены также обеспокоены потенциальной задержкой критического финансирования для Израиля. Республиканцы выделили 12 разумных и рациональных условий, как они считают, которые нужно выполнить, чтобы, цитирую, «хоть $1 отправился в Украину», конец цитаты. Им нужно стратегия украинской победы от двух президентов. От Байдена и главы Пентагона Остина они требуют цену в соответствии со стратегией победы. Конгрессмены хотят услышать, как американское оружие поможет выиграть войну, а не просто ее продлить. Они хотят знать, что будет, если финансирование прекратится, и согласуются ли между США и Украиной цели по Крыму и так далее. Северная Корея продолжает свою помощь Москве. Уже 1 миллион артиллерийских снарядов перекочевал в Россию оттуда. Как это может помочь Федерации? В чем и надолго ли? Об этом в нашем сюжете. Снарядный голод у России. Северная Корея поставила в страну 1 миллион артиллерийских снарядов. По заявлению Bloomberg, с августа Северная Корея около 10 раз поставляла оружие в Россию, а также направила в страну консультантов по использованию этих боеприпасов. Однако, как так получилось, что так называемая Вторая армия мира не может обеспечить себя снарядами? Потому что для Путина других выходов и других вариантов уже не осталось. Полностью исчерпав сейчас основной российский потенциал, исчерпав потенциал, который готов был дать России ее вассал Лукашенко из Беларуси, он на других рынках, в Иране и вот сейчас дошел до Северной Кореи, нашел какую-то часть оружия, работающего в российских интересах, в интересах сохранения диктатуры Путина. В прошлом году российская артиллерия использовала до 50 тысяч снарядов в день. Сейчас темпы использования существенно сократились, ориентировочно до 10 тысяч снарядов в день, по данным Forbes. Очевидно, РФ не готовилась к столь длительной войне, и ее запас снарядов и возможности производства не позволяют обеспечить собственные потребности, что вынуждает заключать контракт на поставку боеприпасов с Северной Кореей. 1 миллиона снарядов, которые поставили Путину северокорейские друзья, должно хватить на 2 месяца войны в Украине, указывает Bloomberg. Чтобы россияне их правильно использовали, прибыли также и северокорейские советники. Северная Корея традиционно использует оружие, оставшееся в спадок, как это сказать, наследство от Советского Союза, помогающего ей в борьбе против Южной Кореи. Помним эту войну 51-53 годов прошлого столетия, разделившая Корею по 38-й параллели. И сейчас имеем возможность наблюдать, как Северная Корея, которая поддерживает Россия, поддерживала в то время беднейшая страна, десяток лет переживающая голод, и Южная Корея, одна из самых успешных в мире стран, создавшая свое экономическое чудо, в которое народ сейчас живет и совершенно уверен в своем будущем. Китай утверждает, что патрулировать воды вокруг Японии – их законное право. Цитирую, «законный шаг по защите суверенитета». Конец цитаты. После того, как береговая охрана заявила, что 3 японских корабля и несколько патрульных судов незаконно вошли в китайские территориальные воды. Береговая охрана Китая и ее официальный представитель уже предоставили соответствующую информацию, заявив, что острова Дяоюйдао и прилегающие к ним острова являются неотъемлемой территорией Китая, и что незаконный заход японских судов правого фланга в территориальные воды островов представляет собой серьезное нарушение суверенитета Китая. Проверка правопорядка на месте, осуществляемая китайскими суднами морской полиции в соответствии с законом, является законным шагом по защите суверенитета. Соответствующие стороны в Японии должны прекратить свои нарушения и провокации в водах островов Дяоюйдао во избежание дальнейшего осложнения ситуации. Перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе прошли митинги против временного налога компаниям, которые используют ископаемое топливо. Активисты говорят, что налог был занижен из-за действий лоббистов и нужно его вернуть.
Причиной установки такого налога был вероятный дефицит топлива, который мог образоваться в результате российского вторжения и усиления мер ограничения для агрессора. Закон был написан настолько плохо, что все энергетические компании обжаловали его в судебном порядке. И поэтому из первоначально ожидаемого дохода в 11 миллиардов евро фактический доход от налога составил 2,8 миллиарда. Molto delicata, non dovrebbe superare questo livello, ma ovviamente c'è da stare attenti anche a tutti i quartieri, anche i livelli, sì, perché un po' di gente a Milano si fa, abbiamo parlato con i livelli, Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов и комментариев. Как обычно, хочу знать все, что вы думаете о том, что мы вам тут рассказываем. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.